Всем любителям автогонок привет! Need for Speed всегда была, есть и будет той франшизой, которая будет вертеться в инфополе и которая точно не планирует уходить на покой. Несмотря на то, что аркадных гонок всегда было немало, а сейчас в данной сфере правит Forza, игры продолжают выходить и в наши дни, да и явно не планируют загибаться, несмотря на кучу рассуждений касательно качеств последних игр. В такие моменты обычно выходят старички данной франшизы, которые расскажут вам о том, насколько классические игры были прекрасны и как они способны уделать нынешние части. Данное выражение, конечно, субъективное, но не лишено окончательного смысла, учитывая как минимум то, как оценивали данные игры. По этой самой причине я решил сделать ретроспективу классических игр NFS, от самой первой игры и до Карбона. Но прежде чем мы начнем выезжать на этот путь, позвольте вас предупредить об особенностях этой поездки. Суть данной ретроспективы – проследить путь самой франшизы, как она развивалась, за что ее хвалили и как она стала культовой. Неудивительно, что мое мнение и выводы могут отличаться от вашего, но это нормально и не означает, что мне не нравится какая-то конкретная игра. Сама серия мне очень близка, а это просто попытка углубиться в нее больше. Так что надеюсь, что вы, как и я, откинете на время свои предпочтения и фанатизм, дабы более трезво оценить эти игры. Но теперь, когда правила гонки ясны, можно уже начинать. Как говорится, на старт, внимание, марш! Первая часть франшизы довольно необычна уже в своем названии, ибо в дальнейшем нигде перед словом Need никогда не стоял артикль The. Вышла данная игра в далеком 1994 году, когда 3D игры только начинали свое зарождение, причем список платформ, на которые она вышла, вполне себе приличный. Изначально она выходила на Panasonic 3DO, но следом же была портирована на более актуальные и популярные системы Sega Saturn, Sony PlayStation и, собственно говоря, на ПК, где она попала прямо на стык между популярностью MS-DOS и Windows 95. Так что имейте в виду, что запуск версии на компьютеры в наши дни у вас получится только через эмуляцию. Игру оценили на релизе вполне себе отлично. В основном более высокие оценки получала версия для 3DO, где-то посередине были версии для ПК и PS1. Версию для Сатурна как будто никто и трогать не хотел. Но мы не критики, поэтому цифры нам ничего особо не говорят. Давайте лучше взглянем на эту игру самостоятельно. Первое, что стоит отметить, так это отсутствие сюжета. Его в принципе нет, и он тут сильно не нужен. У тебя есть машины, у тебя есть трассы, веселись. И на то время по факту сюжет и не был сильно нужен в таких играх. Никто не задумывался даже о том, чтобы просто связать между собой трассы, да и если честно, оно и не нужно. У игры есть пара режимов, на время и некий head-to-head. В портах же к ним было добавлено еще два режима: одиночная гонка и турнир. Режим на время оправдывает свое название целиком. Основная задача — установить личный рекорд в одиночном заезде. Второй же режим является более уникальным и стал в дальнейшем в каком-то смысле ядром геймплея всей серии. В нем вы со своим соперником соревнуетесь в том, кто быстрее доберется до финиша. Но главной фишкой является не столько наличие противника, сколько присутствие уникального препятствия в лице полиции и трафика. Но об этом мы поговорим немножечко позднее. Оставшиеся режимы в основном привычны для такого жанра. В одиночной гонке максимум 8 машин на одной трассе, и вашей задачей является оказаться первым. А турнир по сути то же самое, но там у каждой трассы свой класс автомобиля. Если же перейти к разговору про геймплей, то игра была фурором в свое время и задала новую планку в аркадных гонках. Дело банально в том, как она сама играется, чувствуется, а также в ней были определенные фишки. Игра выделялась даже в плане базовых геймплейных вещей. К примеру, в ней присутствует дрифт, причем весьма себе проработанный на то время. Сама трехмерность игры позволила реализовать камеру не только от третьего лица, но и от первого. На самих трассах можно было встретить объекты, которые можно сбить, к примеру, дорожные знаки. Безусловно, в наши дни такие фишки уже обыденность, и понтоваться таким сложно. Но разве что дрифт не был реализован супер реалистично. Но просто позвольте напомнить, какое тогда было время. Тогда аркадные гонки в принципе не сказать, что были трехмерными, только если не использовали рейкастинг для создания эффекта езды спрайтов по трехмерному полю, как, к примеру, в том же Super Mario Kart или F-Zero. Интерактивности было мало, дрифт не во всех играх был, а та же камера была либо только сзади, либо с видом сверху. Так что на фоне конкурентов The Need for Speed довольно достойно выделялась. Само управление машинами в игре весьма себе приятное и особых нареканий не вызывает. Приятно видеть, что какие-то вещи не меняются, и тогда это тоже было обыденностью, так что переобуваться управлению благо не стоит. Способствует этому также и физика самих машин. Для аркадных гонок тех времен она была вполне себе отличной, пускай в наше время и выглядит простой. Конкретно саму механику для машины не обязательно выбирать, ибо она мало на что влияет. В конце концов, игра-то аркадная и не особо стремится к реализму, что можно заметить по дрифту и возможности тюнинговать любую машину. Но давайте уже поговорим про более интересный аспект геймплея – полицию. По факту это местный рядовой противник в одном режиме, и сказать, что он привносит больше драйва в режим, где ты с головой уходишь в
отрыв от противника, дабы выйти первым на финиш, не сказать ровным счетом ничего. Сам по себе коп реагирует как на ваши действия, так и на действия вашего противника. Тем самым он старается имитировать противодействие нарушителям правил дорожного движения. Задача полицейских – задержать вас любой ценой, и они это будут делать по полной, делая все возможное, чтобы вы остановились. Если вас задержат один раз, то ничего страшного, вас просто немного отдалят от победы. Если же вас поймают второй раз, то считайте, что вы проиграли гонку. Это, казалось бы, простая вещь, позволяет сделать геймплей более динамичным и сложным. Ты и так потеешь, чтобы обогнать своих оппонентов, так тебе еще подкидывают других NPC, которые попытаются всеми силами остановить тебя. Искусственный интеллект соперников и полицейских выполняет свою работу на отлично и вносит в игровой процесс челлендж и нотку реализма. Разве что на трафике можно не заикаться, ибо тут есть препятствия, которые тебе нужно обходить. Это сделано для того, чтобы участок дороги не был слишком простым и, соответственно, чтобы водитель был более внимательным. В целом, в игре и без основных вещей полно хороших моментов. Тех же трасс тут вполне себе предостаточно. А если пройти те же турниры, то можно разблокировать и бонусную трассу. Если же в одиночку вам играть скучно, то есть возможность играть вдвоем на одном экране или через полноценный мультиплеер, насколько тогда позволяли технологии и интернет. Местный автопарк для игры тех лет вполне себе обширный, и в той же версии для PlayStation, к примеру, вам могли показать их характеристики в реальной жизни, что очень приятно. Из оставшегося также можно упомянуть графику и музыку. В плане визуала игра старалась выжать все соки трехмерных возможностей 3DO. Да, визуально это просто и не лучше 3D даже по меркам Плойки или Сатурна, но на то время визуал был очень даже приемлемым и приятным. В плане музыки ко всей серии можно отнести одну фразу: купил композиции, а бонусом дали игру. Правда, стоит отметить, что в первой части в основном лишь 14 композиций, которые оригинальные, но музыку везде можно услышать только Special Edition, в то время как в оригинальной версии музыка есть только в меню. Так что вы уже знаете, какая версия лучшая. Да и в целом Special Edition имеет в себе больше контента, но особо акцентировать внимание на ней не станем. Она не так сильно отличается и скорее выглядит как просто дополненная и исправленная версия. По итогу The Need for Speed является вполне себе приятной игрой тех лет, которая в наши дни является лишь частью истории и очень приятным воспоминанием для многих. Играть рекомендую лишь в случае, если она у вас есть на оригинальных платформах. Это будет всяко лучше, чем пробовать играть на нее через ПК, через все костыли, да и в целом такой опыт будет более запоминающимся. Сиквел вышел спустя 3 года после первой части, и у разработчиков из EA явно было понимание того, как они хотели бы двигать серию дальше. Планы сами по себе были четкими, но прежде всего планы касались игровых платформ. 3DO ушла на покой еще в 96-м, Saturn же уходила в тень из-за своих проблем, королем гейминга был первый PlayStation, который и стал основной платформой для разработки, но и ПК не обошли стороной. Порт на священную платформу вышел весьма быстро и чисто под Windows, так что проблем с запуском в настоящее время не настолько сильные, как в случае с первой частью. Единственная проблема — это тогдашние видеокарты, под которую игра делалась, но найти альтернативу им не так уж и сложно. К слову о релизе. У данной игры, ровно как и у первой части, в дальнейшем вышел Special Edition, которая имеет немного больше игрового контента. Но перед тем, как мы поговорим о самой игре, хочу вам напомнить стереотипное, но хорошее правило о сиквелах. Чтобы сиквел был успешным, надо просто взять лучшее, что было в первой части, и умножить это на 2. Ну или хотя бы обработать наждачкой для совершенства, а также добавить хотя бы немного новых хороших идей. Не каждый хороший сиквел следует такому принципу, но раз на раз не приходится, да и правило по сути рабочее. Зачем брать худшее, когда можно оставить лучшее? Ну вот казалось бы, сиквел явно должен был быть оценен выше оригинала. Но вот не задача. Критики в основном оценили эту игру немного ниже своего предшественника. У вас, наверное, возник вопрос о том, а как же так получилось? А ответ прозвучит довольно просто. Жажда скорости 2 является игрой, которая сделала шаг не вперед, а куда-то в сторону. Но обо всем по порядку. С графической стороны к игре подкопаться сложно. Разработчики игр к тому моменту хорошо поизучали железо первой Соньки и нашли способ создавать красивые игры, несмотря на дергающиеся полигоны. Electronic Arts не исключение, а потому визуально NFS 2 выглядит довольно хорошо и красиво. Даже, казалось бы, в наши дни игра сохранила свой шарм и вызывает приятное ощущение, взгляда, к примеру, на модели машин. Но проблемы были разве что на ПК. Тогда еще не все привыкли покупать сборки с видеокартами или докупать их отдельно, а потому многие сидели на аппаратной обработке графики. Это когда вся графика обрабатывается через мощность процессора, если кому непонятно. Прикол в том, что в свое время данная игра была довольно прожорлива и требовала для себя карточку Voodoo, причем желательно вторую. По итогу у игроков был не шибко огромный выбор: либо платить за топ-видюху, либо страдать с проседающими или вовсе низкими кадрами, в зависимости от того, какая у них система. Но это лишь визуал. А что по геймплею? Игра стала более аркадной по сравнению с первой частью. В пример подобного можно привести то, что было сделано с физикой машин. Если говорить проще, то она была упрощена. Для более легких вхождений в
повороты и дабы машины лучше держали дорогу. Также появилось большое разнообразие трасс. Причем интересно тут то, что они по большей части около реалистичные, но главная ставка идет на пейзажи. Разработчики поняли, что глядеть на красивые виды во время заезда это прекрасно, а потому природных трасс тут предостаточно. А теперь мы поговорим о не лучших новшествах. Что вам приходит в голову, когда речь идет про НФС? Скорее всего, погоня копов за вами во время гонки. Это динамично, дает игроку дополнительный челлендж и просто весело. Во второй части, к сожалению, от этого решили отказаться полностью. Вследствие этого отказались даже от гонок на время. И по итогу из режимов игры у нас остались следующие: одиночная гонка, турнир и новый режим нокаут, он же на выбывание. Его прикол в том, что это королевская битва. Есть трассы и участники, и по классике победитель только один. Но с каждым кругом количество участников гонки становилось все меньше и меньше. Участники, которые оказывались на последних местах, постепенно выбывали. И эта идея для тех лет и для гонок в принципе охренеть как хороша. Банально потому, что ты чувствуешь адреналин, когда спас свою задницу на определенном круге и теперь должен подняться выше, чтобы не вылететь из гонки вновь. Ну и напоследок поговорим про музыку. Со второй части к саундтреку стали относиться более серьезно, и с тех пор перестала ассоциироваться с хорошей музыкой. Хоть бери из каждой части подборки музыки делай. Я затронул эту тему, потому что во второй части есть фишка — динамичная музыка на уровнях. Об этой фишке потом вспомнят в будущих играх. Суть в чем? Игра подстраивается под момент и врубает подходящий трек. С одной стороны это просто, а с другой это же гениально, идеально для того же нокаут. Правда, это не сказать, что прям помогло игре, но все же это, повторюсь, гениально. По итогу ее оценили немного выше, и у каждого была причина не взлюбить эту игру, но все отмечали примерно одну главную проблему. Это уже не совсем НФС. Первая часть, какой бы местами кривой ни была, но имела свою уникальность, и та же механика преследования копов за вами делала игру более уникальной. Сиквел в какой-то степени сделал игру более дженерик аркадной гонкой, которых на тот момент для плойки и компа было предостаточно. Да, игра продалась, и у нее была своя Special Edition, и о ней сказать особо нечего, ибо это версия с дополнительным контентом. Но сам NFS 2 не особо выделился и не стал большим скачком вперед, а потому EA следовало бы лучше сконцентрироваться в следующий раз. И так и сделать именно что шаг вперед, и в плане того, что люди полюбили, иначе огромный шаг в сторону может привести серию в пропасть. А вот и триквел, но уже с подзаголовком. К слову, это последняя номерная часть. Выходила она на те же платформы, что и вторая часть, то бишь на PlayStation и ПК, где есть Windows. И скажу так, это действительно прогресс. Electronic Arts взяла лучшие аспекты двух предыдущих частей и скрестила в одну хорошую игру, но обо всем по порядку. Хотелось бы сразу перейти к геймплею, но есть кот в мешке под названием графика. Да, для своего времени это было, если не имба, то очень даже хорошо. Больше объектов обрисовывается, модели лучше стали, да и в дальнейшем они будут стараться делать ее лучше, но для меня это выглядит порой пусто и, простите за слово, дешево. И что самое удивительное, такая графика будет встречаться в последующих играх вплоть до Underground. Так что я не буду пока заикаться о графике, пока глазам не станет нормально. А теперь точно о геймплее. Если говорить об основе, то изменения пошли только на пользу. Машины чувствуются гораздо лучше и управляются более отзывчиво, от чего и приятнее. Но и про физику не забыли. У каждой машины свой вес, своя скорость, от чего зависит их управляемость. Но это не является преградой или причиной, по которой не хочется в нее играть. Наоборот, это баланс, который только делает игру лучше, сохраняя аркадность ее ядра, но не превращая все машины в однотипные хреновины с деревянной физикой. Уж чего, но в NFS 3 с подзаголовком по горячим следам у Electronic Arts получилось сделать вождение бибики еще более приятным. Ну и раз уж я заговорил про горящие следы, то пора понять, почему игра так называется. Поговорим про режимы. В основном тут все как во второй части. Одиночная гонка, где все и так понятно, турнир, где ты показываешь себя чемпионом или руины несколько раз подряд, вышеупомянутые гонки на выбывание, ну и в принципе на первый взгляд все. Но есть еще и четвертый режим, и именно в честь этого режима игра имеет такой подзаголовок. Если описывать его одним словом, то это будет только одно — погоня. Да, у вас наконец-то есть возможность вновь побывать в погоне с полицией и даже на их стороне. Игра дает возможность побыть как удирающим, так и догоняющим, причем у копов есть свой автопарк. Вдобавок сама погоня стала сложнее и динамичнее. Теперь за вами не только гонятся и пытаются зажать, поймать и сделать первым в паровозике. Полиция координирует свои действия, говоря по радио, вызывает подкрепление, в том числе и чертов босс-вертолет. А на дороге они выстраивают заграждения и наставляют шипы, чтобы проколоть ваши шины. Копы теперь действуют охренеть как умно, и ваши соперники тоже. Местный искусственный интеллект у противников на дороге открыто говорит, что они не тупее тебя, а порой и умнее, от чего игроку приходится порой попотеть, чтобы вырвать свою заслуженную победу. Ну и чуточку про трассы. В принципе, все стало только разнообразнее. Вы теперь гоняете не только у природы,
природы, но и мест, где живут люди, от тихого пригорода до темных улиц мегаполиса. Вдобавок еще и решили и секретную трассу добавить с подводными тоннелями, и это просто фантастика, как и сама игра в свое время. Все хвалили игру, пускай и говорят, что машин и трасс мало, но это не особо важно по сравнению с тем, что на этих дорогах могло происходить. Hot Pursuit — это не просто работа над ошибками, а совершенно новый уровень, который был достигнут благодаря фьюжену предыдущих игр, который дал игрокам то, что им было нужно, и помог серии начать закрепляться в индустрии как самая главная гоночная франшиза. Спустя всего год после выхода горячей тройки, владельцы всех тех же систем получили новую часть NFS с подзаголовком High Stakes, ну или же высокие ставки, если говорить по-славянски. И казалось бы, но всего год прошел, что такого можно было бы придумать и изобрести? Но господа из электронного искусства выдали что-то с чем-то. Если говорить вкратце, это апгрейд совершенно нового уровня. В плане режимов к уже известным добавилось два новых, один в честь которого игра и была названа, и вот так сюрприз, режим карьеры. И пожалуй с него мы и начнем. В карьере вы начинаете по сути ни с чем. У вас немного деньжат и очень скупой выбор машин, которые теперь нужно покупать. Деньги зарабатываются за счет побед в гонках. Зачем вам потребуются деньги? Да все просто. Для новых машин и улучшения старых. Да, в серию наконец-то зашел тюнинг. И пускай его возможности тут и не сильно широкие, но улучшить свою ласточку как внешне, так и внутренней теперь возможно. И учитывая растущую скорость заездов, менять движок с подвесками просто необходимо. Вместе с тем в игру завезли систему повреждений. Нельзя теперь как баран стучаться об каждый забор, дом, машину соперника и все остальное, что можно увидеть на пути. Машина просто не выдержит и начнет ломаться. Сломается движок, скорость просядет критично. Разбил бампер, аэродинамика твоего авто станет аэродинамикой коровы. Про колеса и шины говорить не стану. Вы и так понимаете, что будет. Естественно, после гонок вам придется чинить свою малышку. В этой игре вам придется не только чинить свою машину. Пора поговорить про второй новый режим. Высокие ставки оправдывают свое название целиком и являются главной во всей игре. Сначала ты не понимаешь, чем отличается этот режим от другого. До тех пор, пока ты не понимаешь, во что ты влип, если ты проиграл. И эти еще сукины дети и решили по приколу дать игрокам немного азарта. Ведь в данной гонке ценой вашего проигрыша станет ваш автомобиль. То, на что вы тратили время и силы, может быть утеряно мгновенно. И теперь тебе придется все начинать по новой. Покупать, тюнинговать и так далее. С одной стороны жестко, а с другой стороны, чем больше азарт и цена потери, тем веселей. Так что нет ничего удивительного в том, что игрокам и этот режим полюбился. Но вот мы поговорили про карьеру, поговорили про ставки, но чем еще можно удивить игроков? Благо разработчики услышали ваш вопрос из будущего и сказали, что не дошутили в погоне и сделали еще лучше, а вместе с тем и сложнее. Копы стали еще умнее и хитрее, а потому тебе автоматически не повезло, если ты не на их стороне. Патрули в начале погони ничто по сравнению с перехватчиками, которые начинают выезжать по вашу душу в случае сопротивления. Их маневры стали хитрее и опаснее для вас. И я просто напоминаю, что про заграждения и шипы никто не забыл, и они все так же на месте. Вместе с тем теперь дороги могут быть заблокированы целиком, и на помощь им все так же выдвигается подкрепление с вертолетом. Также можно выделить сами трассы. Их не стало кардинально больше, но такие вещи как время суток и погода способны поменять настрой трассы, а порой и каплю изменить геймплей, что делает список в 15 карт не особо печальным. По итогу, про High Stakes можно сказать лишь то, что она стала намного сложнее по сравнению с предыдущими играми, что у некоторых вызвало сильные проблемы. Игра не особо дружелюбна к новичкам, но это не означает, что к ней нельзя привыкнуть, и что от игры нельзя получить удовольствие. Просто теперь порог вхождения стал меньше, но такова ставка, которую ставит игра перед вами. Лично для меня это самая странная и неоднозначная часть. Помимо привычных нам PlayStation и Windows, игра неожиданно заглянула на Game Boy Advance. Сам факт выхода игры на платформу, которая не особо умеет в 3D с естественными для такого рода упрощениями, вводит в ступор. Но на этом странности только начинаются. Как понятно из названия, игра посвящена целиком автомобилям от Porsche и походит то ли на рекламу, то ли на игровой справочник истории их автомобильного бизнеса. И второй вариант ближе к действительности, учитывая то, что тут даже можно глянуть ролики по самим автомобилям, а количество их тачек, добавленных в игру, достигает числа в 80 штук. Геймплейно игра лишилась большей части режимов. Никаких тебе привычных карьер, погоней и турниров. Из простых режимов остались только одиночная гонка и выбывание. К ним добавилась быстрая гонка, существующая чисто для тех, кто не особо желает выбирать и хочет сразу отправиться в заезд. Как ни странно, но игра больше завлекает двумя своими уникальными режимами: Evolution Mode и Factory Driver. Режим эволюции прогоняет вас по истории автомобилей Porsche, деля их на 5 поколений.
изменений. По сути, вы пройдете путь с 50-х годов и до конца 90-х. В остальном на деле это все та же карьера из High Stakes, где ты зарабатываешь деньги в гонках и покупаешь новые машины, но со спецификой этой игры. Уникальным же смотрится режим тест пилота завода. По сути, это сборник миссий для получения новых машин. В частности, вам нужно будет выполнять различные маневры, такие как развороты, дрифт и парковка. Набирать определенную скорость, доставлять ваш транспорт в целости и сохранности, ну а также тесты уровня автошколы наподобие змейки и резких поворотов. По большей части это хочется назвать продвинутым обучением по тому, как управлять здешним транспортом, ибо изменения произошли и в плане физики с управлением. Учитывая такие резкие изменения в режимах, вы вряд ли удивитесь тому, что игра отошла от аркадности целиком. Взять для примера повреждения, которые вы можете нанести машине. Их влияние на саму машину и езду будет заметно сильнее, чем в предыдущей игре. Вдобавок их физика также поменялась. Повороты стали труднее, сами машины стали тяжелее, и это влияет на управляемость. Уклон в реализм оказался настолько большим, что модели машин и чувствуются по-разному. А старые машины и вовсе требовали более аккуратного вождения. Но при этом да, тюнинг на месте. Возможность подлатать и подстроить под себя даже самые старые корыта на месте. И по итогу выводы по игре неоднозначные. С одной стороны, я прям хочу закричать, что это не Need for Speed, ибо в игре нет даже одной песни жанра рок. А с другой стороны, видны сильные старания. EA сделала что-то уникальное в своей серии игр, в котором видны старания и вложенная душа, словно разработчики большие поклонники Porsche. Потому нет ничего удивительного в том, что даже у этой игры есть фанаты и те, которые считают ее лучшей. Ну а нам пора переходить к последней игре из классической эпохи NFS. Да, безусловно, желание продолжить то, что полюбилось всем, у разработчиков было, и его не отнять. Неожиданный сиквел Hot Pursuit стал в какой-то степени подведением итогов в плане всего того, что было проделано до этого. Для EA это было довольно неплохое испытание, учитывая новое поколение консолей. Игра помимо ПК выходила на PlayStation 2, оригинальный Xbox и Nintendo GameCube. И поверьте, консольные версии отличаются от того, что выходило на компьютерах. И скажу вам чисто по-дружески, играйте в эту часть на консолях, ну или на крайний случай на эмуляторах. Причины этого мы будем разбирать постепенно. Начнем, пожалуй, с самой главной вещи, которая вас интересует, учитывая то, что это первая игра серии, которая вышла на новом поколении консолей. Это, конечно же, визуал и графика. В конце концов, оставлять все так же, как было в предыдущих частях, нельзя было. И в плане графики был сделан хороший скачок. Новые эффекты, гораздо более проработанные модели и трассы. Безусловно, своим стилем или красотой тут и не пахнет. Это просто выглядит как апгрейд того, как выглядели предыдущие части. Но не отдать должное я не могу. Визуально это действительно тогдашний Next Gen. Единственная ПК-версия этой игры в плане визуала была обрезана, так что всю красоту здешнего графона можно увидеть только на консолях. А что точно хочется увидеть вне зависимости от платформы, так это геймплей. Я думаю, что вы не удивлены тому, что мы вернулись к аркадности в геймплее и управлении машин, но обо всем по порядку. В плане режимов тут целый рай для любителей разнообразия. Помимо любимой всеми погони, одиночной гонки, турнира и убывания, которые тут продавали Lap Knockout, добавили два новых режима. Freerun, он же свободный заезд, где вы катаетесь по трассе в одиночку. По сути, нужен для заучивания трассы, и поверьте, оно не помешает, учитывая, что на самих трассах появились развилки, препятствия, трамплины и альтернативные маршруты, и заучить все это будет не лишним. Ну и Championship, что вы как понимаете представляет из себя режим чемпионата со своими задачами и условностями. По факту этот турнир для тех, кто хочет проверить себя по полной. Кстати, о проверке себя. Теперь тут можно выбирать уровень сложности, и это особенно важно в погоне. Да, там по сути искусственный интеллект и способ вашей поимки не сильно изменился со времен High Stakes. Но если сравнивать первый Hot Pursuit со вторым, то разница колоссальная, причем в пользу сиквела. Та же разница есть и в автопарке. Количество машин тут колоссально большое, и это приятная деталь. Найти тачку по вкусу тут легко. Также сильно тут радует физика всей этой красоты. Как уже говорилось и раньше, на трассы завезли трамплины, а потому машины научились прыгать с них. Также изменилось их поведение в случае столкновений, и они перестали переворачиваться, а на высоких скоростях теперь вас может заносить, и у вас будет возможность входить в дрифт. Физика, как вы заметили, тут весьма аркадная, но не упрощенная целиком. И тут мы опять возвращаемся к разнице у версий, ибо на святой платформе не только графику подпортили. Там подпортили отзывчивость у транспорта, отчего управлять им стало сложнее и приходилось быть более аккуратным при езде. Нахера реалистичная аккуратность вождения в аркадной гонке одной лишь Electronic Arts известна. Но это еще одна причина пойти играть именно в версию для консолей. Также заикнусь про музыку, она просто потрясающая.
потрясающая и вывела серию на новый уровень. Подобранные лицензионные треки просто идеальны, это надо слушать, ибо они реально качают и задают настрой жать газ до пола. Так мало того, сюда еще вернули фишку из второй части. Да, я про динамическую музыку. Под простую езду и отдельные ситуации наподобие погони от копов играют разные треки, которые идеально подходят под ситуацию и задают атмосферу, при этом не забывая давать чувство драйва. По итогу, Hot Pursuit 2 это идеальный сиквел и магнум опус среди классических частей НФС. Золотое сочетание всего лучшего, что только было, без особых изъянов, если конечно на версию для пеки не смотреть. Если не знаете в какую версию играть, то просто знайте, что народной считается та, которая выходила на PlayStation 2. Ну а нам уже пора выходить из таких красочных гонок, ибо нас ждет кое-что городское. Все те части были лишь цветочками, сейчас будут ягодки. Кто бы мог подумать, что в следующем году они перепрыгнут самих себя, выдав что-то действительно необычное и новое. Новая игра серии не просто совершила новый скачок, а поменяла правила игры, сместив вектор франшизы с обычных гонок в сторону стритрейсинга, и у данного решения есть серьезные причины. Так уж сложилось, что большая часть игр, начиная с самого Underground, это игры своего времени, в частности тогдашней моды. Тогда произошел бум на тему уличных гонок и тюнинга тачек, причем как правило более доступных. Вы возможно этого не замечали, но практически весь автопарк в предыдущих частях был из машин, которые подходят, скажем так, под статус элитных автомобилей. А сами разработчики своими играми пытались дать возможность прикоснуться ко всему этому. Вот и выходит, что теперь за основу автопарка бралось не только что-то актуальное, но и популярное. Вдобавок нельзя забывать еще об одной вещи, которая сделала моду на стритрейсинг такой, какой мы знаем. Конечно, я говорю о такой кинофраншизе, как Форсаж. Форсаж, как кинофраншиза, выстрелил знатно. И пускай быстро скатился в конвейер, но людям сильно понравились фильмы про последние заезды, где нет ничего важнее семьи. Поэтому нет ничего удивительного, что популярность данных фильмов лишь стала дополнительным толчком для смены вектора данных игр, да и никто в принципе это не отрицает. Если говорить проще, Electronic Arts просто нашла золотую жилу поблизости к себе и без особых раздумий начала работу. А то, как у них получалась первая проба, сейчас и узнаем. Ну а начнем мы не с графики и даже не с геймплея, а с сюжета. Но вы чего ожидали? У игрового Форсажа должен быть свой пацанский сюжет, и я его сейчас вам расскажу. Главный герой этой истории, в роли которого выступает игрок, является еще совсем зеленым в стритрейсинге, но желает получить свой лучик славы и доказать, что он способен на большее. Дабы заполучить эту самую славу, причем в достатке, ему необходимо победить команду Eastsiders, во главе которого стоит Эдди, лидер этой команды, а по совместительству самый топовый гонщик в городе. Помогать главному герою в его пути будет Саманта, но по итогу она станет противницей героя на одном из заездов. В результате, спустя все заезды и дуэли на дороге, главный герой таки сталкивается с Эдди и побеждает его, но происходит неожиданный поворот. Его подруга Мелисса просит вызов и на своей Nissan Skyline GTR R34 золотистого цвета выезжает на дуэль, где в итоге и проигрывает. Таким образом, главный герой зарабатывает свою славу и становится самым топовым гонщиком во всем городе. Боже, что я пересказываю? Ну а если без шуток и пафоса, то сюжет есть, и на том спасибо. Да, он не глубокий, не имеет кучи персонажей, которые запоминаются, а мотивация у героя простая, как 3 копейки. Но я просто напоминаю вам, господа, что мы все еще говорим о гонках, а тут сюжет нужен так же сильно, как в или в Думе. Чисто для контекста и дабы игрок понимал, зачем он участвует во всем этом. Да и подается тут все это через комиксные вставки и сообщения от персонажей. Ну а теперь, думаю, пора поговорить уже про графику и то, где мы будем гонять. Как таковых трасс тут нет, и все места, в которых происходят гонки, находятся в одном городе, который основан на Лос-Анджелесе. И буду честен, реализован этот город вполне себе хорошо. И даже жаль, что мы можем гонять лишь на его кусках в гонках и миссиях, а не в свободном режиме по всему городу. Восприятие локаций также насыщается с помощью графики. Перед нами то, что будет по сути стилем дальнейших частей. Потугий фотореализм с графоном, который тут неплохо так улучшили. За счет темных улиц и ночного времени суток игра понтуется своим освещением, а также лучи света уличных фонарей и фар встречных машин придают большей атмосферности и показывают новые возможности визуала в части освещения и динамичных теней. Motion Blur дает большое ощущение от набранной скорости, хотя я особо этот эффект не люблю. А тот же мокрый асфальт позволяет увидеть блестящий город в отражении, что делает картинку еще более технологичной. Так что да, визуально Underground сделал нехилый скачок и показал, что одну местность можно показать интересно. Главное разбираться в дизайне и технологии. Но в чем точно преуспели разработчики, так это в геймплее. И пора поговорить о том, чем же данная игра будет нас развлекать на своих улицах. Режимов тут 5, и они необходимы для заработка денег, для дальнейшей покупки и тюнинга авто. Из знакомых вас ожидает только выбывание, уж слишком каноничным для серии стал этот режим. Остальные 4 это чисто новинки
и адаптации уже существующих режимов. Циркют, он же круговая гонка, заезд по улицам города в своеобразном круге. Местный вариант одиночной гонки. Спринт, гонка из точки А в точку Б. Драг, он же дрэг рейсинг, это гонка наподобие спринта, но с одним дно, меняющим геймплей. Ручное переключение скорости. Говоря проще, вам придется нажимать на кнопки в нужный момент так, будто вы меняете скорость на коробке передач. И дрифт. Тут по названию очевидно, что вам нужно будет делать, дабы набирать очки. Сами тачки, как уже говорилось выше, представляют из себя простые автомобили, которые были весьма себе распространены, в частности в тюнинге, о котором мы поговорим немного позже. У каждой из них есть свои характеристики, которые влияют на ту же управляемость и максимальную скорость, которые все так же можно подкорректировать с помощью тюнинга. Также не стоит забывать, что отдельные режимы могут менять поведение машин, как, к примеру, это упоминалось в дрэг-рейсинге, где нужно менять скорость, проверяя свою реакцию. Ну или в дрифте, где от этого самого дрифта меняется поведение машины, и она начинает легче уходить в занос. Сам тюнинг неплохо так улучшился спустя столько игр, что даже можно сказать, что он сам затюнинговался. Простите. Главное изменение – большая вариативность и кастомизация что внутренней части машины, что внешней. По поводу внутренности все примерно понятно. Движок, колеса, подвески, все дела. Возможность ручками подправить характеристики машины и сделать ее лучше и быстрее. Также появилась возможность установить в машину нитро, дабы его можно было использовать в гонках. Но учтите, что для каждой гонки оно одноразовое и восполняется только в следующей. Про внешнюю кастомизацию, думаю, и так понятно. Учитывая моду и возможности подстроить внешне железного коня, теперь можно как угодно. Помимо цвета, теперь можно заменить бампер с дисками, прикрепить подвесы со спойлером, а также добавить винилы и неоновую подсветку. По сей день это весьма приятная и обширная кастомизация, которой хватит большинству. По сути, кастомизация нужна для подготовки к дуэли, главным этапом всей игры. По сути, это местные босс-файты, в котором ты готовишься. Суть такова: проходишь обычные режимы и зарабатываешь деньги. Деньги вливаешь в машину, будто покупка новый или тюнинг. Когда твоя машина будет на равных с машиной оппонента, ты можешь отправиться на ту самую дуэль, круговую гонку с одним соперником. После победы ты продвигаешься в списке лидеров и получаешь новую тачку. И так повторяется до тех пор, пока ты не пройдешь игру. В принципе, схема рабочая и не скучная, учитывая миссии и на каких улицах и на каких участках проходят эти самые дуэли. Последним выделю музыку, она все так же культовая. У Electronic Arts очень хороший вкус к лицензионной музыке, а учитывая тематику игры, разработчики к уже известным жанрам добавили хип-хоп и электронику, что сыграло только на пользу игре. По итогу, Need for Speed Underground это хорошая проба в новой тематике с крепкой сутью. Игра приятна и хорошо развлекает. Единственное, что выделю из минусов, так это отсутствие копов. Уж простите, но погоня ничуть не меньшая классика, чем выбывание. В остальном люди просто открыто выражали разочарование от отсутствия возможности погонять по всему городу, а потому нет ничего удивительного в том, что разработчики задумались над этим. Походу, любимой поговоркой в EA является «куй железо, пока горячо». По этой самой причине они без особых раздумий в следующем же году выкатили сиквел Underground, созданный словно специально, дабы угодить тем, кому не понравилась первая часть, причем с увеличением масштабов во многих вещах, в том числе и в сюжете. Как вы помните, в первой части главный герой побеждает Эдди и становится главным гонщиком в своем городе. Он достиг славы, о которой так долго мечтал, но, к сожалению, за такие вещи приходится платить. Его машина была уничтожена неизвестным лицом, а картера падают на дно. В итоге главный герой прибывает в город Бэйвью, где получает свою новую машину с помощью Рэйчел Тейлор. Теперь, имея новую тачку, его главной задачей является вернуть себе былое величие и победить Кабела Риса, самого топового гонщика Бэйвью, который держит контроль над улицами города в своих руках. В целом, если сравнивать с первой частью, то сюжет стал больше, серьезней и пафосней. Тебе тут сразу дают понять, почему весь твой опыт с первой части сошел на ноль, а также по какой причине мы очнулись в новом городе. Хотя пропажа всех страниц предыдущей игры безусловно печальна. Из плюсов нового сюжета стоит отметить, что теперь подробности и новые детали сюжета ведутся в звонках и смс-сообщениях, которые заменили статичное меню, что пошло только на пользу сюжету. Но есть ли польза в новом городе? Естественно, да. Изучите это все вы сможете сами. С этого момента в серию приходит такая вещь, как открытый мир. Вернее то, чем принято его называть в данных играх. Вам наконец-то дают погонять по всему городу и изучить его. Благо в самом городе есть достаточно районов, центр с небоскребами, холмы, где проживает элита, горные серпантины, узкая индустриальная зона и даже аэропорт, где, кстати, тоже будут заезды. На дорогах города есть трафик, что придает этому месту ощущение того, что жизнь кипит и каждый едет по своим делам, пока ты гоняешь туда-сюда. По причине существования открытого мира теперь все заезды, миссии, гонки и даже места для тюнинга нужно искать. Пускай это благо было реализовано с помощью карты. В целом город интересный и хороший, но долго разъезжать на ней вне сюжета или
гонок не выйдет, ибо вам банально надоест. Особо исследовать и искать тут нечего, за исключением скрытых магазинов. В остальном это неплохая проба открытого мира, которую просто нужно немного отполировать. А что отполировывать точно не нужно, так это графику. Ее на сей раз просто дополнили. Те же отражения и motion blur стали только лучше. Сам трафик со средой вокруг выглядит для своего времени довольно изумительно. Сюда даже прикрутили смену времени суток. Но не думайте, что вас будут ожидать дневные гонки или типа того. Вас ожидает только ночь, раннее утро и закат, что в принципе тоже хорошо. А где все в принципе и так было хорошо, так это в геймплее. В плане физики машин обсуждать особо нечего. Ничего не изменилось в первой части. Зато произошли изменения в режимах. Теперь за долгое время пропало выбывание и нет. Погони они так и не вернули. Круговые, спринт, дрифт и дрэг остались на месте. К ним добавилось еще два новых: Street X и URL. Первое это гонки на узких треках, где вы будете чувствовать нехватку свободного места и близость к сопернику. Местами напоминает трассы в картинге. Режим номер 2 это полноценные состязания. Официальные закрытые гонки, которые проходят на автодромах. И в принципе это весьма прикольно и приносит разнообразие для тех, кто насытился режимами из первой части. В остальном отличий никаких, ровно как и в способе прохождения игры. Всего-то нужно тюнинговать тачку. И кстати о тачках и тюнинге. С первым все стабильно хорошо. Вариантов уйма. Хочешь средний класс, а хочешь высокого. Сюда даже внедорожники добавили, хотя в их наличии смысла совсем чуть-чуть. Но спасибо, что разнообразили автопарк. В плане тюнинга все стало богаче. Больше деталей, больше вариантов, больше разнообразия. К примеру, теперь можно регулировать высоту подвески или изменять форму бампера для лучшего сцепления с дорогой и аэродинамики. Где-то выше я упоминал, что в городе есть секретные магазины, которые нужно искать. Так вот, искать их нужно чисто для лучшей прокачки своего жеребца под капотом и внешне. Но разработчикам, видимо, было мало, что вы прокачиваете тачку чисто ради мощности и своего внутреннего эго. Теперь за тюнинг вы получаете рейтинг стиля. Говоря проще, чем пизже внешне твоя машина, тем выше рейтинг и тем больше у тебя будет спонсорских контрактов. Ведь вы не забыли, что тут есть официальное состязание, не правда ли? Ну и в конце капельку про музыку. Все так же ебет, но теперь вместо хип-хопа есть рэп. Мне больше нечего сказать. Ну и в принципе это все, что я могу сказать про Underground 2. Хороший сиквел и неплохая проба в открытом мире. Есть, конечно, моменты, где нужно доработать, да и хочется вновь копов увидеть. Но я надеюсь, что у следующей игры все станет намного лучше. Станет ведь, да? И тут вы в принципе уже ожидаете того, что я начну говорить о Most Wanted. Но мы чуть-чуть задержимся. Дело в том, что возможно вы уже полезли писать о том, что я пропустил NFS Underground Rivals. И да, я это сделаю, но по объективным причинам. Дело в том, что по сути название Underground 2 и Underground Rivals означают одно и то же. Просто второе является обрезанным по сторонам портом для PlayStation Portable. И потому мне нечего особо говорить о ней. А перечислять, что вырезали или переделали, не так интересно. Это все та же игра, но только меньше. А теперь точно к MW 2005 года. А вот и мета всей серии и фанбазы, которая до сих пор остается актуальной в умах людей. Если вы не играли в Most Wanted, то хотя бы слышали о ней. Каждый базированный фанат NFS говнит новые части, но восхваляет Most Wanted. Каждый ценитель BMW желает себе такую же тачку, которая была в Most Wanted. Каждый фанат Most Wanted желал бы эту самую Most Wanted в... Простите, подгорело. Ну и прежде чем мы перейдем к тому же сюжету игры, позвольте вам кое-что напомнить из самого начала ретроспективы. Мое мнение и оценка тех или иных аспектов игры — это лишь мое мнение и оценка, ну и так далее. К играм ненависти у меня нет, и я просто стараюсь все оценить по хронологии и собственному восприятию. Надеюсь, вы отнесетесь с пониманием. Most Wanted — это абсолютно новая история про абсолютно нового главного героя, который прибывает в город Рокпорт, дабы бросить вызов черному списку, топу 15 самых опасных гонщиков, которые считаются главными в этом городе. По итогу он сталкивается с Заеди с Рейзером. Перед решающей гонкой Рейзер как крыса подставляет в гонке главного героя, повреждая его машину перед заездом и сваливая с места гонки со своей незаслуженной победой, оставляя главного героя копом, а сам становится номером 1 в черном списке, прихватив в качестве трофея автомобиль главного героя. Учитывая законы города, стритрейсинг является незаконным, а потому героя сажают в тюрьму, откуда он выходит спустя время и желает отомстить. Так он начинает путь с нуля благодаря своей помощнице Мия Таусенд и начинает свой крестовый поход на черный список, пока герой не достает сержант Кросс, главный коп, а по совместительству и заноза в заднице главного героя. В целом о сюжете сказать нечего. Да, второй раз повторяется мотивация с местью, и непонятно, как изначально главный герой пошел против черного списка, но тем не менее сюжет есть и объясняет всю обстановку в городе, и пора уже о нем поговорить. Сам Рокпорт как город вполне себе неплох и возможно не обладает таким разнообразием в локациях как Bayview, но довольно отлично выполнен и состоит из 3 крупных районов: пригорода со скоростными трассами, центра города с узкими улочками, а также есть промышленная зона с извилистыми дорогами. На самих улицах есть объекты, которые можно проломить, ну или другими
Другими словами, сюда завезли разрушаемое окружение. Ну раз у нас пошел разговор про мелочи, то давайте поговорим о графике. Ведь графически игра выглядит вполне отлично. По крайней мере, заметно, как сильно постарались над небом. Вечный день имеет свойство становиться пасмурным. Те же облака откидывают от себя день. Да и фишки HDR, как, к примеру, солнечные блики и более реалистичное освещение, сразу заметны. Про то, как тут выглядят аварии и погони, говорить не стану. Это кинематография, которую мы заслужили. Единственное, к чему хочется придраться, так это к цветам, конкретнее к гамме и то, какие тут оттенки. Уж простите, но тут яркие цвета на теле тусклые, как моя жизнь, что мне лично не особо понравилось. Предыдущие части проходили ночью, но при этом цвета там оставались сочными. Тут же у нас солнышко постоянно в небе, а света там так мало, будто это самое солнце постоянно перекрыто облаками. Но нет, когда оно перекрывается облаками, то становится только мрачнее. Так что да, здесь в плане визуала все сделано четко, а вот цветовая гамма не самая лучшая. Хотя тогда вроде это было чем-то модным. А где точно эта самая мода присутствует, так это в самой езде. Правда, на сей раз не всем такая мода придет по вкусу. Сильные изменения стали заметны в плане физики. Сами машины стали тяжелее, да и управление стало ощущаться более сложным. Помимо этого, в автопарк вернулись суперкары и мощные спорткары. Игровые режимы вновь претерпели изменения. Помимо круговых гонок, спринта и драг-рейсингов, были добавлены 3 абсолютно новых режима. Speed-Trap, он же радар-контроль, побеждает тот, у кого самая высокая средняя скорость. Tool-Boss, они же контрольные точки, нужно проехать все контрольные точки за время. И Pursuit, он же долгожданный вами режим погони. И тут давайте поподробнее. Полиция — это главная суть всей игры. Они готовы выехать за вами в любой момент, а также засечь вас по камерам видеонаблюдения. Полицейские бывают следующими. Обычные патрули, которые сразу за вами выйдут, дожди интерстоперы, которые гораздо быстрее, джипы SWAT, которые будут вас таранить, и вертолеты, они просто следят за вами с воздуха. Присоединяются они с увеличением уровней розыска, и к ним на дорогу еще будут добавляться шипы с заграждениями. Дабы скрыться от них, можно будет воспользоваться объектами, которые можно сбить на полицию или просто спрятаться, оказавшись вне радара копов. Также полезным будет спидбрейкер, замедление времени, которое помогает выполнять сложные маневры. Более того, все эти погони теперь обязательны. Чтобы пойти на босса, то есть бросить вызов одному из представителей черного списка, нужно выполнить следующие условия: выиграть определенное количество заездов, заработать уровень розыска, а потом свалить от копов, ну и убедиться, что твоя тачка готова к дуэли, где после победы ты получаешь его тачку. И тут я должен был начать говорить про тюнинг, но мне нечего. Дело банально в том, что он стал менее обширным на внешнюю кастомизацию, нежели в Underground 2. Разве что да, ты все еще можешь сделать машину под свой вкус и заменить внутренности, но установить туда неоновую подсветку или сложные винилы у вас не получится, ибо их тут нет. Ну и опять чуть-чуть о музыке. Легендарные треки, одни из лучших в серии, а также хип-хоп вместо рэпа. По итогу Most Wanted возвращает отличное ощущение от погони и кучу драйва. Безусловно, есть свои изъяны и моменты, которые не всем понравятся, но она остается хорошей игрой и замечательным представителем серии. Но вы знали, что у нее есть прямое продолжение? Если подводить итоги, исходя из того, что мы сегодня увидели, то старые части Need for Speed действительно весьма интересны, и каждая из них обладает чем-то запоминающимся. Первая часть выделяется тем, насколько в наши дни она выглядит местами кривой и насколько прорывной она была в свое время. Вторая часть выделяется первыми отходами от того, к чему люди привыкли за одну игру. Hot Pursuit, High Stakes и Hot Pursuit 2 являются пиками тогдашних аркадных гонок. Porsche Unleashed является белой вороной серией с более реалистичным геймплеем и интересной сутью. Дилогия Underground отлично смотрится как начало сюжетных частей с новой тематикой. Most Wanted, можно я просто скажу, что она переоценена, несмотря на все свои плюсы. Спасибо. Ну и Carbon является интересной игрой, оставшейся в тени своего предшественника. Ну и пожалуй на сегодня все. Если вам как любителю автогонок понравился данный контент, то советую поставить лайк, подписаться, нажать на колокольчик, а также выразить свое мнение в комментариях. Всего хорошего и благодарю за просмотр.